Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такая машина контактной сварки для производства дымоходов из нержавейки и оцинковки. Заказчик у нас Александр, и поедет этот заказ в город Пенза. Заказ практически идентичный с прошлым заказом. Прошлый заказ мы отправляли в город Гомель, Беларусь. Точно такая же машина, только у этой машины вылет 650 миллиметров, а у прошлого заказа был 550 миллиметров. На 10 сантиметров разница в вылете. А так идентичная машина прошлому заказу. Можно будет перейти посмотреть на нашем канале, какие мы также делаем машины, какие отправляли для производства. То же самое, также у нас машина 4200 ампер, 5 вольт на выходе, питание 220 вольт, 65 ампер и 15 киловатт. Машина с приводом педали, вот, сваривает с руки свободные, то есть можно держать заготовку в руках и сваривать. Нижний электрод у нас 550 миллиметров высота. Это для того, чтобы можно было трубу одеть и обварить. Так, что еще? Вес аппарата в полном сборе это 36 килограмм полным комплектом. И вес верхнего аппарата, это клещей отдельно от станины, это 20 килограмм. Вот. Так, что тут у нас то же самое имеется, рукоятка для работы с рук, то есть можно использовать его как ручные клещи, сняв со станины, отвинтив по 2 винта с каждой стороны. Вот, и можно использовать как сварку с рук, то есть ручные клещи. То есть очень удобно умещается в легковой автомобиль при полной разборке. Станина отдельно, педаль поднимается кверху, полозья эти снимаются, все на винтах. И все это дело, сварочный аппарат умещается вовнутрь этой вот станины. То есть очень мало места занимает при доставке, при транспортировке. Вот, легко умещается легковой автомобиль, багажник. Вот, при сборке буквально 5 минут, и он до готовности собирается. Так, корпус у нас изготовлен из медицинской нержавейки, из немагнитной. Вот, матовая такая нержавеечка приятная. Сейчас мы его включим. У нас имеется на передней панели это термометр электронный для того, чтобы контролировать за перегревом трансформатора и контроллера. Переключение ручное и автоматическое. То есть автоматическое это сваривает по заданным параметрам контроллера, ручное это ручная выдержка. Сколько вы держите педаль, столько он и будет варить секунд. Вот, потому что иногда нужно несколько секунд подержать, да, чтобы сварить какие-то толстые металлы. Контроллер у нас также имеется, позволяет сваривать, настраивать время и ток. Ток от 20% до 99%. И время от одного периода до 99. То есть один период это 20 миллисекунд, 99 периодов это 2 секунды, 50 периодов это 1 секунда. Вот таким вот образом считать можно. Контрольные лампы тоже имеются. Питание всегда горит, состояние всегда моргает. Педаль она горит, когда нажимаете на педаль, она гаснет. Сварка, загорается лампа во время сварки. Так, давайте поставим, например, автоматический режим по заданным параметрам контроллера. Вот. И 2 секунды у нас сейчас будет отрабатывать при нажатии вот на эту кнопку под большим пальцем, для того, чтобы можно было варить ручными клещами. Вот я сейчас нажму на кнопочку и отпущу палец. И лампа будет гореть 2 секунды ровно, отрабатывать свое время. Вот. Мы видим, гудели трансформатор, и лампа горела. То есть, нажав на кнопку, наш контроллер отрабатывает это время. То есть, поставим, если меньше время, он также будет отрабатывать заданное время. Вот. То есть, быстрее срабатывает.
По мощности то же самое убавляется, и мощность можно регулировать, если вас не устраивает какие-то свариваемые точки. То есть можно регулировать, в зависимости от свариваемого металла и толщины свариваемого металла, можно будет регулировать вот время и ток. Также здесь имеется вентиляционные отверстия, из которых кулеры выдувают воздух нагретого трансформатора. Одновременно остывают у нас кабеля, которые идут к электродам, и много электродов тоже остывают. Так, по бокам тоже вентиляционные решетки. На задней панели у нас находится два кулера, разъем педаль, автомат включения и провод 220 для подключения к сети. Провод желательно использовать 6 мм квадратных для подключения нашего аппарата. Вот. Также в комплекте имеется и вилочка для подключения к розетке. Вот. Но здесь вот мы видим 6 квадратов и 2,5 квадрата. Вот. Поэтому вилочка сделана вот с такими колодками для подключения. Вот вилка. Это 2,5 квадрата. Это примерно 15 ампер из розетки 2,5 квадрата, да, потребляет. Вот. И поэтому, так как аппарат у нас до 65 ампер потребление на максимум, поэтому желательно подключать его к автоматам, вот именно таким проводом 6,5 квадратов. Подвести его к аппарату, где он будет стоять на стене, подключить, так скажем, вот такими автоматами. То есть автоматы будут в комплекте, коробка с автоматами идут в комплекте. Клемма заземления тоже внутри есть. Подключайте заземление обязательно, потому что корпус контактной сварки тоже заземлен. Так, также проводная кнопочка идет в комплекте, как обычно. То есть иногда спрашивают, может быть и вам пригодится. Соединяется в штатное гнездо педаль. Вот, это если для сварки с рук или еще что-то такое. Вот, очки защитные от искр для глаз. Приятный сюрприз, такой бонус будете, когда распаковывать, собирать аппарат и пробовать угощаться. Так, перчатки. Так, в комплекте идут крепеж к полу, как для бетонного, так и для деревянного пола. Абразив для зачистки электродов и наша визиточка. Так, и еще кое-что хочу сказать по защите от перегрева. Установлена защита перегрева на трансформаторе и на контроллере до 70 градусов. Имейте в виду и смотрите за показаниями термометра и не доводите до перегрева. Если он достигнет 70 градусов, контроллер отключится и нельзя будет варить. Вот. Но вентиляторы продолжают работать и остужать наши трансформаторы и контроллер. Вот. Как только градус на 15 он остынет, опять включится контроллер и можно будет работать. Но имейте в виду, посматривайте на термометр и не доводите до перегрева. То есть, если видите 50-60 градусов, да, маленько пускай он остынет. По времени работы этого аппарата, да, режим работы, то есть в него входит 10 минут. В эти 10 минут входит 3 минуты работы, 7 минут отдых. 3 минуты работы, 7 минут отдых. Если вы видите, что в таком режиме у вас аппарат не перегревается, работать можно, да, если тонкие какие-то металлы, то можно работать 5 минут работы, 5 минут отдых. Вот. То есть имейте в виду, то, что контактной сварке нужно тоже давать отдых, так как медные электроды, они не охлаждаются без водяного охлаждения. Если вдруг у вас работы много, работать надо, а электроды перегреваются, а контроллер и трансформатор не перегревается, то есть вы эти электроды можете остужать над ведром с водой, нижний электрод полить из стакана с водой, да, водой полить, вот, а верхний электрод бутылочку такую налить воды и вот так макать. То есть можно их экстренно остужать тоже вот таким вот образом. Вот. Но не доводите тоже электроды до перегрева. Так, в принципе все. Сейчас мы поставим на штатив, будем пробовать сваривать. Да, и еще у нас то есть откатные опоры на задней части, и на передней части это
опоры регулируемые по уровню. То есть можно вот таким вот образом взять за вылет и откатить куда-то, да, по цеху, либо повернуть к себе, как удобно. Если такое вот исполнение не нравится, можете прикрепить его намертво к полу, то есть крепеж тоже есть. Отверстия тоже все штатные имеются. Так, по регулировке сжатия, прижатия электродов, да, вылетов, то есть для того, чтобы сваривать, имеется вот такой вот у педали регулировка талреп, которым можно отрегулировать степень прижатия заготовки свариваемой. Потому что бывает то, что если слабое прижатие, и выходит много очень искр. Вот, поэтому степень прижатия тоже должно быть нормальная. Так, здесь у нас стоит компенсационная пружина. Вот так вот она выглядит. Между пружин примерно, между витками примерно где-то миллиметр. Вот. Это все будет у нас в собранном виде отправляться, именно вот эта тяга. Вот. И компенсационную пружину я откручивать не буду, сниму только вот в этом месте будет снято винт. Вот, поставить уже потом на место и только чуть-чуть подрегулировать вот этот талреп. Вот, по степени прижатия нужно будет, и всего-навсего. Так, по сварочному аппарату я все рассказал. В принципе, можно будет сейчас попробовать поприваривать. Сваривать будем, у нас есть вот такие подвесы кнауфские. Я их отрезал. И по миллиметру оцинкованный металл. Сейчас мы будем их между собой приваривать. Сделаем серию точек. 40 точек примерно. Работать будем примерно 5-6 минут. И посмотрим за это время, то есть нагрев аппарата и как он будет варить. Так, поставим на аппарате, на контроллере у нас мощность убавим до, давайте, 70%, поставим на 70%, и время убавим до 10 периодов. 10 периодов. Так, поставили мы 10 периодов и 70%. Так, по температуре 27,8, ну, примерно 28 градусов. Это температура, комнатная температура, можно так сказать. Потому что пока он еще не перегревался сейчас, не работал. Так, сложили мы две пластины. И сейчас будем их приваривать вот между этих отверстий, делать сварку точечную. Потихоньку будем работать. Так, степень прижатия нужно будет посмотреть. Выключим пока, чтобы он не сработал. Степень прижатия подрегулировать талрепом, чтобы прижимала нашу заготовку сильно. Для того, чтобы не летели сильно искры. Так, я думаю, будет достаточно. Так, включаем автоматический режим по заданным параметрам контроллера и пробуем первую нашу точку. Видим то, что искры очень мало, это замечательно. Первая точка у нас получилась тоже хорошая, без глубокого кратера. Видно, что вокруг маленький получился ореол, то есть перегрева металла нету. Точка получилась хорошая. Вот именно такие точки чистенькие должны быть. И продолжаем работать. И ставить точки. Видим то, что я работаю не торопясь, успеваю передвигать нашу заготовку.
Больших искр и щелчков нету. Точки получаются очень тоненькие, потому что электрод заточен хорошо. Примерно где-то миллиметра 2,5 выходит контактное пятно. Свариваемое пятно где-то примерно 2,5 миллиметра. И продолжаем. Немного ускорим процесс. Видим, что идет сварка хорошо. Контакт, видимо, не очень хороший. Электроды немного подгорают из-за цинка. И черный нагар, бывает, контакт плохой и стреляет. Если работать с нержавейкой, там уже металл почище, без цинка, и нагара будет в порядок меньше. Близко к отверстиям попадается тоже точка, и бывают и искры. Вытекает, то есть расплавленный металл из этого отверстия. Ну, рядом с перфорацией, я имею в виду. Так, ускорим. Ускорим наш процесс немного по мере возможности. Немного ближе поставлю камеру, чтобы было видней. Как происходят сварочные точки. Немного я ускорился. Таким вот образом, когда уже приноровился, можно и точки ставить побыстрее. Так, мы видим то, что на 10 периодах варит замечательно. Там посмотрите, может быть, и нужно будет убавлять. Ну, там уже по своим, так скажем, по работе смотреть будете. Если точка удовлетворяет, можно оставить и на таком времени. Вот, либо убавить, либо прибавить. 10 периодов это даже меньше полсекунды. Полсекунды это 25 периодов. А здесь у нас получается 10 периодов. Меньше, чем полсекунды. Происходит у нас сварочные точки. Так, ну и все. Я на этом буду, наверное, заканчивать сварку. Поставил я здесь точек, ну, примерно 40, может быть, чуть больше. Здесь примерно я уже подсчитывал, ну, так и выходит где-то. Отрывать такое количество точек — это без толку. Вот, в любом случае это привар стопроцентный и хороший. Вот, таким вот образом. Что у нас выходит по температуре? Давайте посмотрим.
Так, температура показывает 37 градусов. 37 градусов, ну, в принципе, чуть выше человеческого тела. 37 градусов. Это нормально. Температура контроллера 31 градус. Да, на контроллера у него, забыл сказать, то, что есть свой кулер, и на контроллера охлаждается своим отдельно вентилятором. То есть два вентилятора встроены сзади, и один третий направлен на наш контроллер. На контроллере стоит радиатор на семистре, на термопасте. Вот, на нем стоит также защита от перегрева, как на трансформаторе на первичной обмотке, которая в лаке. Вот. Так скажем, защита от дурака. Для того, чтобы нельзя было вдруг случайно, да, перегреть аппарат, и который стоит дорого и выйдет из строя. Вот, поэтому стоит защита до 70 градусов. Также на нем, на этом радиаторе стоит и термодатчик, как и на трансформаторе, и показывает двойное показание. Можно следить в реальном времени за перегревом. Вот. В данный момент мы уже не работаем и видим, как температура начала опускаться. Вот. И надо иметь в виду то, что все-таки аппарату нужно давать немного остыть, вот, и не перегревать, не насиловать аппарат. Вот. Тогда он вам прослужит очень долго. Тем более здесь есть защита от перегрева и наглядная, можно видеть в реальном времени температуру, вот, и следить за этим. Аппараты, так скажем, окупаемость у аппарата буквально там, я не знаю, 2 недели, да, и от 2 до 4 недель. Так как аппарат стоит такой в районе 45 тысяч. Аппарат универсальный, очень легко транспортировать, разбирается, помещается в легковом автомобиле. Вот. При транспортировке в другой город доставляется в обрешетке деревянный, защитный. Любой транспортной компании. В основном отправляю пэком, имейте в виду. Вот. Но если нужно кому-то другой какой-то компании, отправлю любой другой транспортной компании. Вот. Доставка в обрешетке, как я уже говорил. Ополеченный аппарат в обрешетке. Окупаемость, как я уже сказал, буквально около месяца, и аппарат окупается. По поводу гарантии. Гарантия буквально примерно неделя на проверку. Если аппарат рабочий, вы получили, поработали, ничего не дымит, ничего не отваливается, да, то есть аппарат будет и далее работать. Вот. В дальнейшем, если вдруг там через несколько лет что-то случится, техподдержку тоже обеспечиваю по видеосвязи, можно по WhatsApp. Так что ничего страшного нет в этом аппарате. Все доступные детали, которые можно найти у нас в магазинах электрозапчастей, меняются легко. Вот. И контроллер то же самое. Если вдруг выходит из строя контроллер, не ремонтируя его, можно менять полностью блок. Вот. Блок он стоит порядка 1000 с небольшим. Вот. И меняется целиком блок. Если будете искать, например, да, поломку в этом электронном блоке, какую-то деталь сгоревшую, то возьмут, я не знаю, тоже так же за работу такую же сумму. Легче его заказать, новый контроллер, поставить и работать дальше. Трансформатор в принципе выйти из строя не может, так как у него стоит защита от перегрева. Если только может выйти из строя, это термостат. Термостат также меняется, все эти запчасти продаются у нас в магазинах электротоваров. То же самое на педали, на концевичке. Если вдруг концевик также со временем выходит из строя, также можно его будет заменить, стоит он копейки. Так, на этом все. Кто хочет себе такой же, можете заказывать. Номер телефона прикреплю я здесь внизу в видео. Все мои ссылочки
на мои соцсети также внизу под видео. Все мои контакты и ссылки на соцсети. Подписывайтесь на этот канал на YouTube, на другие мои резервные каналы. Все ссылки будут внизу в описании под видео. Рутюб, Яндекс.Дзен, Одноклассники, ВКонтакте наша группа постоянная. Вот. То есть все видео и фото там же у нас тоже есть, дублируются полностью. Вот. Не забываем, ставим лайк. Кому понравился, кому не понравился аппарат, ставим дизлайк. Пишем в комментариях под видео, что вы думаете о таком аппарате. Заказали бы себе такой аппарат, либо нет. И так далее. Все как можно, так скажем, обсудить. Отвечаю всем, без исключения. Ну, конечно, кто не будет грубить. Всех грубиянов я баню и удаляю эти сообщения, комментарии. Так, ну, в принципе, все. На этом я буду завершать обзор на этот аппарат. Переходите, смотрите на моем канале на другие машины контактной сварки для других видов работ, других мощностей, другой вылет клещей, вот, и так далее. Также на канале на нашем выкладываем что-то, что можно сделать своими руками, какие-то интересные вещи, какие-то обзоры на инструменты, либо другие полезные девайсы, которые я заказываю на Алиэкспресс или в других сайтах. Вот, то есть очень интересный канал, не однообразное видео все разные. Вот, подписываемся, смотрим. Все, до новых встреч, всем пока.